Рисуем журавлей и сосну. Такое изображение относится к азиатскому Новому году. С Новым годом по-корейски будет «Сэхэ погмани падэсэё». Это самое изображение журавлей и сосны вместе – это пожелание долгой жизни, символизирует и называется чуксудо на корейском. Итак, нам потребуется рисовая бумага, минеральные краски, черная тушь и каллиграфические кисти. Рисуем на небольшом формате. Мы начинаем с работы малой кистью. Лучше взять кисть пожестче, чтобы она не брала на себя много воды. То есть средней жесткости кисть мы берем и начинаем ею работать. Контуром мы рисуем клюв птицы и затем делаем овал для глаза и немного заполняем его, оставляя белой точкой зрачок. Затем мы движением, похожим на то, как рисует цифру 2, рисуем шею, загнутую красивую шею птицы, журавль. И затем кончиком кисти, работая контуром, мы начинаем рисовать тело птицы. Хвост и окончание крыльев, перья рисуются у нас таким мазком. Мы начинаем движение с кончика кисти, затем более прижимаем кисть и затем опять приводим ее к кончику. Затем по тому же самому принципу мы рисуем вторую птицу. Мы сейчас работаем одним оттенком туши, насыщенным черным оттенком туши. Влаги на кисти должно быть, когда работаем контуром, по минимуму. Теперь рисуем ноги. Ноги рисуются мазком кисти линия. Движение от точки до точки. Лучше всегда в начале движения всегда фиксировать кисть точкой. Затем уже на концах ног мы, когда прорисовываем окончание ног птицы, мы делаем линию в 3 движения. 1, 2, 3. То есть от точки до точки. 1, 2, 3. 3 движения линия. И затем самым кончиком кисти можно прорисовать ноготки, ногти, точнее когти птицы. По такому же принципу мы завершаем и вторую птицу. Как вы видите, на голове было оставлено некоторое белое пятно над глазом, не заполненное контуром. Там мы будем работать красным цветом. А теперь приступаем к изображению сосны. Поскольку работаю на маленьком формате, то работаю и малой кистью. В данный момент кисть у меня полусухая, на ней влаги по среднему и темно-активные чернила. Как вы видите, я просто как бы везу кисть по бумаге. И теперь я начинаю закладывать текстуру, то есть кору, просто уже достаточно сухой кистью, но с наличием туши, прямо поставив кисть ребром, прорисовывает некоторые неровные полуовалы и овалы. Теперь мы рисуем ветки сосны. Ветки сосны достаточно скрюченные, неровные и очень необычно загнутые. Как вы видите, у меня кисть опять же полусухая, и я ее как бы с надрывом, с остановками просто тащу по листу, как бы проскрябывая ей по бумаге. Но движение, принцип остается тот же самый, неважно, дугообразная линия или прямая, это движение от точки до точки. Теперь мы рисуем иголки сосны. Как вы видите, это маленькие тонкие линии, сгруппированные как веер. То есть мы берем малую жесткую кисть и рисуем тонкие линии, которые стремятся к единому центру, и получаем что-то похожее на веер. И затем мы начинаем вот эти вот веера наслаивать друг на друга рядами, чтобы они в некоторых местах перекрывали друг друга и тем самым создавали пышность и объем. По тому же принципу мы заполняем остальные выборочные участки. А теперь тонким контуром можно обвести
ствол сосны и ветки сосны, чтобы более его выделить и подчеркнуть. И взяв темные насыщенные темной насыщенной туши, я еще раз обвожу прежде намеченные овалы. И уже сухой кистью, но с наличием туши на ней, я в некоторых местах поскрябываю по стволу кистью по бумаге, по стволу сосны кистью по бумаге. То же самое я повторяю по тому же принципу, я прорабатываю и ветки сосны, но не везде, а в некоторых местах выборочно. Теперь мы переходим к работе с цветом. Сейчас я работаю с средней мягкой кистью. Я набрала яркий красный цвет с достаточно насыщенной влагой на кисть и нарисовала просто круг, обозначив солнце над веткой сосны. И уже с меньшим количеством влаги я прорисовала то красное пятно на голове птицы. Затем я развела водой синий цвет, добавила немного фиолетового и начинаю заполнять этим цветом хвою сосны, просто прижимая кисть, оставляя ее отпечатки и таким образом заполняя пространство, но не выходя за пределы самой хвои. Можно добавить также зеленоватого оттенка в хвою. Далее, что мы делаем? Теперь разводим водой достаточно светлый оттенок коричневый и берем на кончик более темный оттенок того же коричневого и с полусухой кистью, но с наличием вот этого самого наведенного нами оттенка мы поскрябываем кистью по бумаге в месте, где мы нарисовали ствол, но не везде, а более к верхней его части, где стоят птицы. Затем, когда немножко подсохнет, но не до конца, можно взять еще более немного темный оттенок и еще раз пройтись по некоторым участкам. По тому же принципу мы заполняем и ветки сосны, просто закрашиваем их цветом, совершаем мазки по прежде созданной форме. И, как я говорила, можно взять немного более темный оттенок и пройтись по некоторым местам, чтобы их подчеркнуть, по особенно верхней части ствола и некоторым местам веток. Затем, наведя практически прозрачный голубоватый оттенок, мы подчеркиваем некоторые места на теле, на туловище птицы. Это делается уже выборочно на тех местах, которые кажутся вам более актуальны, чтобы их подчеркнуть. Учитывайте то, что краски, которые вы нанесли, они потом, когда подсохнут, они немного поблекнут, поэтому можете наводить на оттенок ярче. Затем, взяв желтый, добавив его прежде наведенный коричневый, смешав, взяв малую кисть, мы закрашиваем клювы птицам. Получается такой желтовато-коричневатый оттенок. Далее это можно делать, а можно не делать. Просто мне кажется, что так достаточно сдержанный рисунок будет гораздо веселее. Я взяла китайский зеленый опал грин, да, и малой жесткой кистью просто поставила точки в тех местах, где хвоя собирается в единую точку, в центр веера. И это будут последние мазки на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы еще бы вы хотели нарисовать. Подписывайтесь, лайкайте и благодарю за просмотр.